Вечное противостояние BMW 3 или BMW 5 серия. Что выбрать именно вам? Сейчас разберемся. Раньше мы уже ставили рядом пятерку прошлого поколения и дорестайлинговую трешку. Теперь на ринг выходит обновленная 3 серия против абсолютно новой 5 серии G60. Или, как сказали бы в Германии. С вами Томас и Авточувство 4К на полный экран и до конца. Поехали. С первого взгляда заметно, у тройки капот идет ниже, а ближе к лобовому чуть приподнимается. Пятерка выглядит выше и в целом массивнее, особенно по вертикали. Интересно, правда? Наша трешка в цвете Skyscraper Grey, небесно-серый, а пятерка Fiatonic синий, Phytonic Blue. Обе с пакетом M Sport, но без M Sport Pro. И без расширенного черного декора Shadowline. Поэтому даже с M Sport тут блестят хромированные рамки вокруг фирменных ноздрей радиатора. Мне лично такой контраст нравится, но можно заказать и другой вариант. Ведь спереди у них совсем разный. А вы за какую? Переходим к размерам и габаритам. Длина этой 3 серии 4,71 метра или 185 дюймов. А 5 длиннее на 34 сантиметра или 14 дюймов. В этом новом поколении разница между 3 и 5 серией в отношении габаритов стала значительно больше. Здесь на трешке стоят 19-дюймовые диски, максимальный размер для этой модели. У пятерки 20 дюймов, а в опциях есть и 21. По подвеске набор одинаков. Стандартная, жесткая M-Sport или адаптивная. В обеих машинах, как у нас сегодня, именно адаптивная. Ключевое отличие в том, что у 5 серии она дополнена подруливающей задней осью. Поэтому, хотя трешка заметно короче, чуть уже и с меньшей колесной базой, в подземном паркинге разница в маневренности не так уж и велика. Явное преимущество трешки ощущается только при поиске совсем тесного места. И если вы собираетесь парковаться в подземном паркинге, хоть 5 серия и чуть длиннее, подруливающая задняя ось 3 серии позволяет вам сделать это одинаково удобно. Сзади трешка выглядит стройнее. После рестайлинга у нее появились узкие фонари, придающие облику больше остроты. Обе машины, как по мне, выглядят классно, но пропорции делают 3 серию чуть более спортивной. Пакетом Sport добавляет и здесь чуть агрессии, по ощущениям, в самый раз. Сегодня у нас обе машины в версиях 520i и 320i. Под капотом по 2 литра, рядная четверка. Такой выбор, чтобы сравнение было максимально честным, по динамике почти паритет. 7,4 секунды у трешки и 7,5 у пятерки. Так что внимание можно смело переключить на остальное. Правда, 5 серия тяжелее на 210 килограммов. Посмотрим, насколько эти лишние килограммы ощущаются в движении. Да, версий моторов хватает, но сегодня мы сосредоточимся именно на этих двух. Начнем с трешки, проверим, как у нее хлопают двери. Ручки тут классические, старой доброй формы, я такие люблю. Но вот звук при закрывании, мог бы быть и поинтересней. У пятерки утопленные, более обтекаемые ручки, в руку ложатся приятно, есть легкий тактильный отклик. Но все равно мне ближе классика. В целом, это такой компромисс между старой школой и совсем новым дизайном. По звуку закрывания двери примерно паритет. Может, у 5 серии капельку лучше, но разница не критичная. Зато важная деталь по трешке. Можно заказать двойные стекла для передних боковых окон. У пятерки стекло само по себе толстое, но двойного остекления сзади нет ни у одной из них. Добро пожаловать в салон трешки. Раньше тут было побольше физических кнопок, но с обновлением BMW перешла на полностью экранное управление. Климат тоже теперь внутри дисплея. Так что в этом плане разницы с новыми моделями уже нет. Ну и слегка поменяли компоновку. Воздуховоды получили другие регуляторы. Хорошая новость, крутилка громкости осталась. За это отдельный респект. Я даже писал в BMW, мол, люди все еще хотят настоящие кнопки и ручки, особенно для климата.
Сборка отличная, аккуратная фигурная прострочка на панели, разные варианты отделки на выбор. Открываешь этот отсек, а там адаптивные подстаканники, USB-A и площадка для индукционной зарядки. Правда, она без охлаждения, так что телефон может нагреться. Тут же удобный контроллер iDrive MMI в руке лежит приятно, и режимы движения переключаются напрямую, у пятерки на это уходит чуть больше времени. Подлокотник мягкий, внутри отсек для мелочей и порт USB-C. Очень удобно, кинул туда телефон, подключил кабель и все спрятано в салоне чисто. А вот у пятерки с этим не так аккуратно, покажу позже. В пятерке центральный подлокотник открывается в две створки по отдельности, и это, на мой взгляд, удобнее, чем в трешке, где нужно поднимать крышку целиком. Хотя, если честно, у каждого варианта есть свои плюсы. В третьей серии руль M-Sport чуть толще, а после последнего рестайлинга базовая баранка полностью без материалов животного происхождения. Лично мне она даже приятнее в руках, и при этом выглядит отлично. С запасом по высоте тут все в порядке, при моем росте 1,89 м, 6 футов 2 дюйма места хватает. Сиденье тканевое M-Sport с микрофиброй M Performtex, новое, плотное, высокого качества. Выглядит спортивно, сидеть удобно и по комфорту все на уровне. У ткани есть своя фишка. Зимой она не холодит, а летом не раскаляется, так что подогрев и вентиляция не так нужны. Кто-то выбирает искусственную кожу за простоту ухода, и такая опция тоже есть. В трешке это Sensatec, только не то мягкое поколение, что ставят в пятерку, зато с выбором цветов. В целом этим кокпитом я очень доволен. Он прямо располагает к вождению, будто говорит: ну что, погнали? Гальванизированная отделка кнопок на дверях добавляет нотку классики, а качество органов управления здесь на высоте. И честно, и если не считать исчезнувших физических крутилок климата, то по эргономике сборки трешка местами даже выигрывает у пятерки. С места водителя все под рукой, крутилка громкости с приятным щелчком, круиз-контроль слева, приборы читаются легко. Проекционный дисплей вживую не мерцает. Да, экран иногда кажется перегруженным приложениями, и мне не по душе, что климат полностью цифровой. Но если поставить авто на 22 градуса Цельсия, 72 Фаренгейта, то проблем нет, зависит от ваших привычек. CarPlay работает одинаково в обеих машинах. Сзади у трешки верх дверных карт отделан аккуратно и с мягкой вставкой. Сборка добротная, но внутренняя панель двери уже из жесткого пластика. Сиденья та же комбинация тканей и микрофибры, что и спереди. Приятные на ощупь и вполне удобные. Высоким пассажирам места для ног немного не хватает, но выемка в спинке переднего кресла слегка выручает. При моем росте 1,89 м над головой запас есть. Хотя я бы сделал подушку чуть выше для лучшей поддержки бедер. Для 4 высоких взрослых нормально. После рестайлинга сзади появились два порта USB-C, а вот на центральном месте мешает массивный тоннель. В подлокотнике подстаканники, но механизм их закрывания не самый удобный. Приходится немного повозиться. Есть и лючок для длинных вещей вроде лыж. Ну а теперь главный вопрос. Действительно ли в пятерке сзади просторней? Давайте посмотрим. Сзади у пятерки верх дверных карт тоже аккуратно отделан, с приятным покрытием и такими деталями, как акустика Harman Kardon. В целом дизайн тут чуть более цельный и строгий, чем в трешке, а тканевых вставок на внутренней панели нет. Сиденья в обивке веганса без материалов животного происхождения, они чуть мягче, чем в трешке, и посадка здесь чуть глубже. Правда, сидишь чуть более откинуто, тогда как в трешке спинка стоит почти вертикально. Сам салон длиннее не стал, просто коленям стало легче. Места для коленей стало чуть больше, в основном за счет умной формы спинки переднего кресла с выемкой. По высоте нас с головой почти паритет. Может, совсем немного больше пространства. Подлокотник здесь с адаптивными подстаканниками. И, на мой взгляд, сделано удобней. Лючок для длинных вещей работает так же, только механизм другой.
Плюс у пятерки сзади есть полноценный блок климат-контроля с сенсорным управлением как спереди и 2 USB-C. Теперь заглянем в кокпит пятерки. Главное, что бросается в глаза, это сиденье. Здесь установлены кресла комфорт из одноименного пакета в обивке веганса материалов без животных компонентов. Они мягкие, приятные на ощупь, с подогревом и активным охлаждением, так что в любой сезон комфортно. Плюс их легко протирать. Посадка чуть глубже, чем в трешке, особенно в области бедер. По удобству кресел пятерка тут вне конкуренции. В остальном не все так однозначно. По сборке это не шаг вперед по сравнению с трешкой. Например, дверные карты в этой комплектации уже собираются менять в следующем модельном году. Подсветка салона здесь тонкой полосой, утопленной вглубь. Некоторым нравится, но в обновлении сюда поставят ту же широкую световую линию, что и в топ-версиях. Приборка, проекция и мультимедиа все то же, что и в трешке. Есть крутилка громкости и знакомый поворотно-нажимной контроллер MMI. Разница в индукционной зарядке, она с вентиляцией, так что телефон не греется. Подстаканники адаптивные. Подлокотник открывается в 2 створки, удобно. Но порта зарядки внутри нет, так что кабели приходится тянуть спереди. И длинные шнуры начинают обвивать консоль. По высоте над головой запас хороший, как и в трешке. Руль у пятерки нового дизайна, но мне ближе более простая и четкая раскладка кнопок, как в трешке. И если смотреть с места водителя, то главная разница именно в этих кнопках. Экран приборов, проекция и мультимедиа выглядят одинаково. По части дисплеев теперь обе машины на равных. Оба ключа классно сделаны, каждый со своим стилем. Как вам? Кстати, багажник можно открыть прямо с брелка. Это мой второй любимый момент в обзорах. Может даже круче, чем синхронно открыть капоты. Пишите в комментах, что думаете. У трешки багажник на 480 литров, на 40 литров меньше, чем у пятерки, но главное, насколько им удобно пользоваться. Тут спокойно ставишь вещи вертикально. Есть версия Touring, то есть универсал. Ширина ровно метр или 40 дюймов, и забавно, пользоваться ей даже проще, чем в пятерке. Покажу чуть позже почему. По длине багажник чуть больше метра, 40 дюймов, высота 52 сантиметра или 20 дюймов. Сиденья складываются легко. Дернул за рычажок и готово. Можно либо обойти сбоку, либо сделать это прямо из багажника. В сложном виде получаем 1,78 м или 70 дюймов в полезной длины. У пятерки погрузочная высота немного больше. 54 сантиметра или 21 дюйм. Нижняя часть багажника чуть короче. Верхняя полка метр, 40 дюймов. Это немного меньше, чем у трешки. Зато в длину пятерка впереди. 1,17 м, 46 дюймов против метра или 40 дюймов. Отсюда и объем 520 литров. На 40 литров больше. Складывание сидений такое же, но из-за длины багажника иногда проще подойти сбоку, чтобы что-то протолкнуть вперед. Зато в сложном виде тут уже 1,92 м, 76 дюймов против 1,78 м у трешки. Вот она разница на практике. Кто давно смотрит мои обзоры, уже догадывается, что будет дальше. Мой любимый момент в любом сравнении. Та-да, под капот.
Здесь у нас две машины с очень похожими моторами. 2 литра, рядная четверка. В линейке есть такие же четверки и 3-литровые рядные шестерки, и бензин, и дизель. Есть нюанс. Чисто бензиновая шестерка в 5 серии продается только в Северной Америке. В Европе она идет только в паре с подключаемым гибридом. И вот тут вторая разница. У пятерки такой гибрид можно взять как с 2, так и с 3 литрами. А у трешки только с 2. После рестайлинга у гибридной версии 3 серии батарея стала почти 20 кВт-часов. Так что теперь оба гибрида и у новой пятерки, и у обновленной трешки выглядят куда интересней. И если брать сопоставимые моторы, по разгону они почти одинаковые. Обе машины сегодня на заднем приводе, но можно заказать и X-Drive. Причем даже в полном приводе акцент все равно на заднюю ось. Включаем спорт. Это был разгон с 50 до 120 км в час. На трешке. Немного добавляем. – 150. И вот уже 160 км в час. Погода щадящая, легкая морось, зато отличный повод проверить шумоизоляцию. Начнем с более компактной 320i, чтобы прочувствовать ее характер перед тем, как пересесть в пятерку. Моторы у них одинаковые, а вот динамика чуть разная. До сотни трешка идет за 7,4 секунды, а пятерка за 7,5. Все из-за лишних 210 кг веса старшей модели. В повадках разница чувствуется сразу. Трешка острее и азартнее. И это видно даже на быстрых перестроениях. Я-то знаю, как реагирует пятерка, но пока ставлю интригу. И вот что бросается в глаза, точнее в руки. Это руль. На высоких скоростях. Даже в спорт. А в комфорт. Тем более, в нуле он чересчур легкий и пустой. Будто реакции нет вовсе. А делаешь резкое перестроение, и вдруг он становится слишком чувствительным. Настройка спорная, есть над чем BMW поработать. Дождь пошел сильнее, но это даже интересно. Посмотрим, как машина ведет себя в таких условиях. Переключаюсь обратно в спорт. Еду аккуратнее. В поворотах трешка такая же живая. Охотно заходит и бодро выстреливает на выходе. Главная претензия остается к рулю. В этом поколении BMW сделала его легче, чтобы добавить воздушности в управлении. Но она и так легкая, не нужно было подменять ощущения софтом. На мой взгляд, решение спорное. Все это правится настройками, так что шанс улучшить есть. Но пока конкуренты вроде Mercedes C-класса или Audi A4, A5 здесь впереди. Не провал, но и не эталон. Делаем еще один разгон. Без полного газа, все-таки скользко. Даже так в салоне тихо. Спасибо опциональным двойным боковым стеклам. У пятерки таких нет. Стекло там толстое, но без дополнительного слоя шумоизоляции. В спорт, когда покрытие начинает идти волнами, подвеска сразу жестче. Обе машины на адаптиве, и в трешке переход в комфорт моментально сглаживает картину. Для трассы я бы вообще оставил комфорт. И едешь мягко, и контроль на месте. Заезжаем в зону ремонта.
Самое время проверить, как тут работают помощники водителя. Включаю адаптивный круиз и активирую Assisted Driving. Он еще и держит машину ровно по центру полосы. Посмотрим, как справиться с временной разметкой. В Германии, напомню, временные линии желтые, а обычные белые. Контроль слепых зон без вопросов. В зеркале загорается желтый треугольник, все четко и вовремя. В целом у BMW сейчас, пожалуй, самые вылизанные и надежные ассистенты второго уровня. Работают плавно, предсказуемо, без лишней суеты. В пятерке покажу чуть позже. Можно поставить Assisted Driving Plus. Работает до 135 км в час. Вот наглядный момент. Левый ряд сместили. На экране все отобразилось. Система поняла, что разметка непонятная и просто отключилась. Мол, дальше разбирайся сам. Еще один поворот. Проверим, как трешка держится. В пятерке, напомню, второй уровень автопилота работает до 135 км в час. И даже позволяет отпустить руль, покажу позже. А тут дорога подсохла, можно получить удовольствие. Даже на кочке в середине виража подвеска отрабатывает так, будто ничего и не было. Эта машина кайф за рулем. Хотелось бы чуть более острого руля, но все остальное в шасси песня. Мотор пусть и всего рядная четверка, маленький шедевр. Звучит благородно, без показухи, но с характером. Пара двигатель-коробка работает идеально без запинок. Да, тут 184 лошадиные силы. Но даже базовая версия цепляет. Задний привод, масса ниже, чем у конкурентов. Честный живой характер. Добавляешь газ в повороте, и машина отвечает так, как хочется любителю драйва. Шасси, подвеска, коробка и мотор работают как единый организм. Работа двигателя как по маслу с той самой культурой хода, о которой любят говорить немцы. Не орет, не молчит. Ровно то, что нужно. Коробка работает четко. Ни задержек, ни толчков, все точно. Сравниваешь эту связку с конкурентами и понимаешь, что другие тоже стараются, но тут уровень выше. Вот за это и люблю двухлитровую четверку BMW. К тому же она одна из самых экономичных в классе. Отличное сочетание. Расход примерно 7 литров на 100 километров, 34 мили на галлон США, 41 в Великобритании. У обеих машин с этим мотором. И это еще один плюс. Еще один поворот. И снова ловлю себя на мысли, насколько эта машина доставляет за рулем. Чуть бы BMW поработала с настройками руля, и получилась бы идеальная драйверская средняя размерка. Приборы перед глазами четкие, читаются с полуслова. Сразу чувствуешь, что полностью контролируешь ситуацию. Даже поворотником тут приятно щелкать. Знаю, шуток про BMW без поворотников хватает. Но здесь он с таким упругим механическим откликом, что включаешь просто в кайф. Да, мотор не самый мощный, но в этом фишка. Меньше вес, выше отзывчивость. На 150 км в час в салоне удивительно тихо. Может даже тише, чем в пятерке с двойными стеклами. Не уверен на все 100%, но скоро проверим. В спорт руль чуть острее. Но для дальника я бы выбрал комфорт. И вот тут адаптивная подвеска самое то.
Не для того, чтобы постоянно щелкать режимы, а потому что даже в комфорт. Она гибче базовой. Если брать стандартную подвеску, то без фанатизма по колесам, а вот адаптив с 19 колесами дает золотую середину. Сиденья нормальные для класса, но, как мы уже видели, в пятерке они мягче, шире и комфортнее. Это чувствуешь, как только пересаживаешься. Но если хочется реально увлекательной и живой езды, это однозначно трешка. Спорт-режим. Разгоняемся с 50 до 150 км в час. Пятерки звук «Спорт» сразу бросается в уши. Имитация здесь явно поярче, чем в трешке. По динамике машины почти равны. На бумаге трешка быстрее на какие-то 0,1 секунды. Мотор и коробка работают одинаково четко. Подача мощности ровная, предсказуемая, как и должно быть у BMW. Но за рулем чувствую, что пятерка тяжелее на 210 килограммов. Не сказать, что это критично, но габариты и масса дают о себе знать. Меняет направление она не так азартна, как трешка. Отдельно про кресло. Мы как раз обогнали шикарный Jaguar XK Coupe. У меня когда-то был такой. И я в очередной раз отметил, что сидеть в пятерке мягче и уютнее, особенно снизу. В долгой дороге это очень чувствуется. Вывод простой. Трешка для тех, кто хочет больше эмоций и драйва. Пятерка для тех, кто ценит спокойствие и комфорт на дальнике. Перестраиваться на пятерке все так же приятно, но ощущение, что вокруг тебя больше металла, не отпускает. Машина массивнее, чувствуешь габарит. По удобству есть нюанс. В трешке для смены режима движения отдельный блок кнопок. Ткнул и готово. Тут же надо сделать два шага. Выбрать My Modes, потом подтвердить на экране или крутилкой MMI. Ну зачем так усложнять, если можно проще? После рестайлинга трешки интерфейсы у BMW почти одинаковые, так что разобраться легко. По шумке пятерка держится молодцом. Даже в такую погоду. Но у трешки с двойными боковыми стеклами есть козырь. Тише сбоку. Здесь стекло толстое, но все же не двойное, и это слышно. Зато пятерка, похоже, тише по крыше и сзади. А трешка именно по бокам. В городе это заметней. И если же двойные стекла в трешке не ставить, то по шумке машины примерно равны. В остальном едет пятерка очень достойно. Более того, руль здесь чуть живее. Есть связь с дорогой. Чуть бы добавить прогрессии и информативности, и было бы идеально. Но даже так, в сравнении с трешкой, это шаг вперед. В идеале я бы собрал коктейль. Подвеску в комфортном режиме и руль от более спортивной настройки. Вот тогда был бы идеальный баланс. Может, когда-нибудь это завезут обновлением софта. Пока же на малых углах поворота пятерка реагирует чуть охотнее, чем трешка, и по ощущениям руль тут поинтересней. Подвеска тоже адаптивная, как и у трешки. Обе настроены очень грамотно.
На тесте пятерка на 20-дюймовых колесах, на дюйм больше, чем у трешки. Поэтому напрямую по плавности хода сравнить сложно. Но трешка ощущается чуть более собранной, без потери в комфорте. В режиме комфорт обе подвески находят золотую середину, и ездить с ними приятно хоть каждый день. По комфорту ничья, а вот по юркости разница есть. И мы ее проверим чуть позже на любимых S-поворотах на автобане. Про ассистентов уже говорил, у пятерки тут серьезный козырь. Помимо обычного Assisted Driving, можно взять Assisted Driving Plus. С базовым ассистом все четко. Едет плавно, держит полосу, реагирует предсказуемо. А вот плюс-версия позволяет вообще отпустить руль. Машина сама рулит на скоростях до 135 км в час. Ответственность, конечно, все равно на водителе. Но фишка в другом. На некоторых участках автобана можно перестроиться, просто глянув в боковое зеркало. Руками не трогаешь руль. Даже в темных очках. Он понимает, что смотришь туда, куда надо. Задержался взглядом не туда, и он сразу: все, дружище, дальше сам. В салоне тишина, хоть на скорости, хоть в потоке. И вот тут для меня начинается сложная часть сравнения. Трешка – это машина, на которой просто не хочется слезать с газа. Она затягивает в езду. Пятерка тоже рулится приятно, даже в обычном режиме. Но чувствуешь ее вес и размеры. В виражах она чуть больше плывет наружу. По драйву все ясно, трешка веселее. На ней я почти сразу щелкаю спорт, а в пятерке в повороте этого даже пробовать не стал, слишком заморочено. И по-хорошему небезопасно. Лезешь в My Modes, выбираешь спорт, подтверждаешь. Все, момент упущен. В трешке это одна кнопка. Раньше у BMW всегда так было, удобно и быстро. Дорога пустая, даем газу. Спорт, здесь сразу больше звука. Подвеска заметно дубеет. Даже чуть грубовато работает. И если хочется пошалить, нормально, но в такую погоду это максимум, что можно позволить. А обратно в комфорт снова вся эта возня с меню. Честно, я бы режимы в пятерке на ходу не переключал, только если пассажир поможет. В трешке без проблем, прямо на лету. Зато в комфорт пятерка превращается в такой мягкий собранный крейсер. Неровности сглаживает, едет плавно, уверенно. Но закономерность уже видна. Трешка про драйв, пятерка про комфорт и солидность. И, кстати, если в трешку поставить двойные боковые стекла, она может быть даже тише в салоне, чем пятерка. Assist Plus включен, поехали. Достаточно просто скосить взгляд на боковое зеркало, и все, машина сама уходит в соседнюю полосу. Честно, сейчас это, пожалуй, самая плавная и точная реализация второго уровня на рынке. Респект BMW. И главное, у нас все это полностью легально, в отличие от некоторых систем конкурентов, которые пока в ряде стран под запретом. Проверяем вправо, взгляд в зеркало и снова идеальное перестроение. В трешке такого нет. Это пока эксклюзив пятерки. И семерки. Фишка классная, но не сказать, что прямо must have. По ощущениям пятерка это про утонченный комфорт.
Чуть более живой руль и заметно мягче кресло. Для дальних перелетов по трассе самое то. Трешка же это про азарт и вовлеченность, она буквально затягивает в езду. А вот что взял бы себе? Начнем с расхода. Обе показали стабильные 7 литров на сотню. 34 мили на галлон в США или 41 в Британии. С 2-литровым бензиновым 4-горшковым тут полный паритет по экономичности. В Германии базовая третья серия стоит от 52 тысяч евро, а пятая от 59 тысяч. То есть разница в базе около 7 тысяч евро. Если же добавить опции как в тесте, то трешка получится примерно 70 тысяч евро, а пятерка порядка 80. Разрыв увеличивается до 10 тысяч евро. В США трешка дешевле за счет мексиканской сборки. Но из-за свежих тарифов это преимущество может скоро сойти на нет. Посмотрим, как все повернется. Теперь к главному, что бы выбрал я. Внешне обе машины выглядят здорово, но пропорции у третьей серии чуть более спортивные, и лично мне она ближе. Салон у них теперь почти одинаковый, но по мелким деталям и качеству сборки я бы, пожалуй, поставил плюс трешке. Самое заметное отличие – кресло. В своем классе у трешки сиденья хорошие, но в пятерке они лучшие в сегменте. Мягкие, широкие и очень удобные в дальние дороги. И если комфорт в приоритете, это серьезный аргумент. А по пространству внутри, разница не такая уж большая, как кажется на бумаге. На дороге трешка дарит больше эмоций и азарт. Пятерка спокойствие и расслабленность. Поэтому, если смотреть с точки зрения драйва, третья серия это более честный автомобиль для водителя. И при этом выгоднее по цене. Платишь меньше, а удовольствие получаешь больше, уступая лишь в дальнобойном комфорте кресел. Конечно, тут многое зависит от вашей посадки и личных предпочтений. Если бы я чаще ездил по трассам на большие расстояния, взял бы пятую серию. За ее потрясающий комфорт. Но для ежедневной езды и более живого характера я выбрал бы трешку. С учетом разницы в цене, переплачивать десятку за пятерку я бы не стал, и если только комфорт не стоит на первом месте. Ну и как всегда решающее слово за тем, какую скидку удастся выбить у дилера. Ключевой вопрос, что выбрала бы Лия. Что тебе больше всего нравится в трешке? Такие классические детали настоящей кнопки – это здорово. И в целом управление. Я просто кайфую от того, как едет третья серия. А в пятерке что зацепило? Комфортные кресла. И все же, какой вариант твой? Извини, пятая серия. Но все равно возьму трешку. Лично для меня кресла настолько важны, что я всегда поглядываю в сторону пятой серии. Но до конца определиться сложно. И если коротко, по удобству сидений лидер пятерка, по азарту за рулем и соотношению цены с эмоциями трешка. Что выбрал бы я? Сложный выбор. Сердце тянется к третьей серии за ее драйв и живость. Но если бы я часто наматывал сотни километров по трассе, возможно, отдал бы предпочтение пятой. Однако в целом, с учетом цены и возможностей, трешка сейчас выглядит самым разумным выбором. А вы на чьей стороне? Делитесь в комментариях и не пропустите другие наши тесты.